Дорогие слушатели, для вас публикуется новая книга. Поддержите наш канал подпиской и лайком. Приятного прослушивания. Если вы еще раз назовете эту бурду бульоном, мадам, я решу, что в вашем роду издевательство передается по наследству. Я сказала это спокойно, даже вежливо. С той ровной интонацией, которой когда-то объясняла отцу одного особенно бойкого семиклассника, что если его сын еще раз принесет в школу петарды, то родительское собрание будет проведено прямо у него дома с демонстрацией улик. За столом повисла тишина. Свекровь медленно опустила ложку. Она всегда делала все медленно, когда собиралась кого-то морально закопать. Высокая, сухая, мадам Адетта де Вера выглядела так, словно Господь создал ее из фарфора, уксуса и осуждения. «Простите», — просила она. «Я говорю», — повторила я, — «что суп, сваренный на запахе курицы и одном воспоминании о моркови, не годится даже для больного воробья, а уж для хозяйки дома тем более». Мой муж Арман поднял глаза от тарелки и посмотрел на меня. «Мишель», — сказал он, — «ты ведешь себя неблагоразумно». Мне очень нравилось это слово «неблагоразумно». Им обычно обозначает все, что женщина делает не в пользу какого-нибудь мерзавца. Я взяла ложку, зачерпнула мутную жидкость, посмотрела на нее и сказала: «Если благоразумие — это молча умирать у вас на глазах, то да, сегодня я решила побыть неблагоразумной». «Ты забываешься», — произнесла свекровь. «Нет, мадам, это как раз вы все забылись. Я просто первая вспомнила». Арман отложил салфетку. Очень аккуратно. «После болезни, — сказал он, — ты стала раздражительна». «После болезни, — ответила я стала голодна. Это естественное состояние живого человека. Попробуйте как-нибудь». Служанка у стены уставилась в пол, а лакей поперхнулся. Свекровь побелела. «В моем доме, — произнесла она, — невестки не разговаривают подобным тоном». «В моем доме, — сказала я, — хозяйку не кормят помоями и не считают мебелью». Это было, пожалуй, слишком резко. Но, если честно, с самого утра меня распирало. То ли от недоедания, то ли от долгого знакомства с этой семейкой, то ли от того, что терпение — вещь конечная, как честность у городского казначея. А мой муж, кстати, и был городским казначеем. Арман встал. Он был красив той холодной, чистой красотой, которая отлично смотрится на портрете и совершенно не помогает в браке. Светлые волосы, безупречный воротничок, пальцы пианиста и душа счетовода, который украдет даже свечи с похорон, а потом будет долго объяснять, что оптимизировал расходы. «Мишель, извинись перед матерью и ступай к себе». Я посмотрела на него поверх тарелки. «Нет». «Что?» – переспросил он. Я сказала «нет». Слово короткое и удобное. Попробуй привыкнуть. Он сделал шаг ко мне, и я почти увидела, как в его голове щелкнули привычные механизмы. Жена подняла голос, значит, жена будет наказана. Жена спорит, жена будет поставлена на место. Мадам Адетта заговорила раньше. «Арман, не утруждай себя. Очевидно, лихорадка ударила не только по ее телу, но и по рассудку». «Рассудок, мадам, — сказала я, — у меня как раз наконец появился. Это для вашего дома событие непривычное, я понимаю». «Достаточно!» — рявкнул муж. Вот это уже было интересно. Я положила ложку. «С удовольствием. Но сначала будет иначе. Начиная с сегодняшнего дня мне подают нормальную еду. Счета за продукты несут тоже мне. И еще. Я хочу видеть домашнюю книгу расходов». Впервые за все это время в комнате стало по-настоящему тихо.
Арман посмотрел на меня так, будто я попросила у него левую почку. «Зачем?» – спросил он. «Хочу выяснить, как в доме, где хозяйка ходит в одном и том же платье, стол напоминает наказание, а служанки выглядят так, будто никогда не ели, ежемесячные расходы все равно записаны, как у маленького дворца». Это был выстрел наугад, но, как выяснилось, я попала. Не сильно пока что, но попала. Арман не изменился в лице. Он был слишком хорошо вышкален для таких подарков судьбы. Однако его рука на спинке стула сжалась чуть крепче. Свекровь сделала ошибку первой. «Ты не имеешь права требовать отчет от своего мужа. Видимо, придется распорядиться, чтобы тебе снова давали успокоительное». «Попробуйте», — сказала я. «Но если после этого я однажды не проснусь, половина города узнает, кто именно меня лечил». В сущности, это был блеф. Я тогда еще не знала половину города, даже четверть не знала. Но любой человек, который всю жизнь занимался организациями, собраниями, конфликтами и чужими вечно срочными проблемами, знает одно. Уверенность в голосе заменяет документы минут на 10. А за 10 минут можно успеть многое. Арман шагнул ко мне. «Что с тобой случилось?» «Со мной случилось прозрение. Очень советую. Расширяет кругозор». Потом я встала, отодвинула тарелку с так называемым бульоном и вышла из столовой. Спину мне жгло 3 взгляда. Мужа, свекрови и портрета какого-то предка Девера, который, судя по выражению лица, при жизни тоже мало кому облегчал существование. Когда за мной закрылась дверь, я не побежала. Я шла медленно, с прямой спиной, пока не свернула за угол, где меня не могли видеть, и только там прислонилась к стене. Сердце колотилось как ненормальное. Руки дрожали, ноги подкашивались. Я была слаба, голодна и все еще плохо понимала, как именно оказалась в этом теле и в этом мире, и уже успела поссориться с женщиной, которая здесь правила домом 20 лет, и мужчиной, который считал меня своей собственностью. То есть, если смотреть здраво, утро удалось. «Мадам?» – тихо спросила служанка. Я обернулась. Та самая девушка, что стояла в столовой у стены, худенькая, с испуганными глазами и руками красными от воды и работы. «Как тебя зовут?» – спросила я. «Жанна, мадам». «Жанна, скажи мне честно, эта дрянь на обед всегда так?» «Мадам Одетта велела...» «Понятно. Хорошо. Значит, начнем с кухни, а потом с бухгалтерии. И если останусь жива, займемся мироустройством». Жанна моргнула. «Простите, мадам». «Ничего, это я сама с собой». И я пошла дальше. В комнату женщины, которая, по словам всех вокруг, была тихой, болезненной и никому не мешала. Надо же, какое неудобное разочарование. Комната Мишель была обставлена так, словно кто-то очень старался доказать. Роскошь может быть унылой. Красивый туалетный столик, тяжелые шторы, узкая кровать, сундуки, комод. Все хорошее, дорогое и все без тени жизни. Я села на край кровати и закрыла глаза. В такие минуты мне особенно остро вспоминалась моя прежняя жизнь. Мои мальчишки, вечный спор из-за немытых кружек, школьный чат, где в один день могли обсуждать пожарную безопасность, пирог на ярмарку и чью-то трагедию вселенского масштаба под названием «Почему у 6 класса другой цвет ленточек?». Я раньше думала, что устала до предела. Какое же это было прекрасное, привычное утомление. А здесь у меня был муж, который смотрел на меня как на списанный инвентарь, свекровь, которую следовало бы изучать отдельно в анатомическом театре, как редкий случай живучей семейной тирании. И дом, где все было рассчитано так, чтобы жена не умерла слишком быстро, но и не окрепла настолько, чтобы начать задавать вопросы. А я, между прочим, очень любила задавать вопросы. Я подошла к туалетному столику.
Из зеркала на меня смотрела молодая женщина. Бледная, тонкая, большие темные глаза, хрупкие плечи. Шея, на которую, судя по всему, последние годы садился кто хотел. «Ну нет, дорогая», — сказала я отражению, — «так мы с тобой далеко не уедем». Я начала с ящиков. В первом лежали носовые платки, ленты и письма, в основном от свекрови к невестке, хотя они жили под одной крышей. Это, кстати, всегда тревожный симптом. Если человек пишет вам записки вместо того, чтобы говорить в лицо, значит, он хочет оставить документальное подтверждение своего превосходства. Записки были короткие. К ужину не опаздывать. Не забудьте, что в вашем положении скромность – лучшая добродетель. Сладкое вам вредно. Во втором ящике обнаружились личные мелочи Мишель. Молитвенник, засушенный цветок, медальон с портретом совсем юной девушки и пачка аккуратно сложенных рецептов от нервов, слабости, обмороков и бессонницы. То есть, говоря нормальным языком, ее годами подавляли, недокармливали и успокаивали медикаментозно. Как мило. В третьем ящике ничего интересного не было, если не считать того, что дно мне показалось толще, чем следовало. Я постучала пальцем, прислушалась, вытащила ящик целиком и очень осторожно поддела внутреннюю панель шпилькой для волос. Панель поддалась. Под ней лежали письма и тонкая тетрадь. «Вот же умница», — тихо сказала я. «Значит, ты не совсем молчала». Первым я развернула письмо без адресата. Почерк был женский, нервный, торопливый. «Если вы действительно думаете, что господин де Вера не использует ваше имя в своих делах, вы либо святая, либо глупая, простите за откровенность, но мне жаль вас. Но еще больше жаль город». Подписи не было. Второе письмо оказалось обрывком счета. Поставка строительного камня. Сумма очень крупная. А на обратной стороне рукой Мишель было выведено: «Этого камня никто не видел». Я медленно выдохнула. Тетрадь была еще интереснее. В ней шли записи не подряд, а какие-то обрывки наблюдений. Арман велел не говорить при мне о мосте. Госпожа Адетта сказала, что жена обязана прикрывать мужа, даже если не понимает его забот. В феврале унесли 2 ящика бумаг в домашний кабинет, а не в канцелярию. Месье Бертран снова пришел вечером. После него Арман был сердит и велел запереть мою дверь. Я закрыла тетрадь. Вот, значит, как. Настоящая Мишель не была дурой. Она была запуганной, загнанной и одинокой. И, похоже, уже понимала, что муж использует ее, если не как прямое прикрытие, то как удобный буфер между собой и возможным скандалом. В дверь постучали. Вошла Жанна с подносом. На подносе стояла чашка чая и 2 тонкие сухие галеты. «Кто велел?» – спросила я. «Мадам Адетта», – сказала Жанна, – «для легкости». «Для легкости смерти?» Жанна чуть не уронила поднос. «Простите, мадам, это я не вам. Ставьте». Я дождалась, пока она поставит поднос, потом взяла галетту, посмотрела на нее и положила обратно. «Жанна, я задам несколько вопросов. Если ты солжешь, я пойму. Если поможешь, не забуду. Договорились?» Она кивнула. «Кухонные расходы урезали давно?» «После вашей свадьбы, мадам. Сначала не сильно, потом все больше. Господин казначей говорил, что хорошие дома не любят расточительность». «А деньги при этом куда уходят?» «Не знаю, мадам». «Ладно. А кто ведет домашнюю книгу?» «Обычно господин Базиль, домоправитель». «А ключи от кладовки?» «У мадам Мадетты и у господина Базиля». «А у меня, как у хозяйки?» «Нет, мадам». «Прекрасно. Значит, будем ломать традиции». «И еще. А что в доме знают о мосте?» «Что денег не хватает.
и рабочие снова бронятся, что господин казначей очень сердит и что губернатор приедет через 3 недели. 3 недели. Вот это было уже интереснее бульона. Если через 3 недели в город приедет губернатор, а мост все еще не достроен, деньги на него пропали, а мой муж заметает следы, значит, времени у меня примерно столько же, сколько терпения у учительницы на последнем уроке перед каникулами. То есть мало. «Хорошо», — сказала я, — «теперь слушай внимательно. Мне нужна еда, настоящая, нормальная. А еще мне нужен домоправитель с книгой расходов. Сегодня». Жанна моргнула. «Господин Базиль не придет, если...» «Если ему не разрешат? Тогда передай ему вот что. Либо он приходит с книгой сам, либо я прихожу на кухню и начинаю считать мешки с мукой при всех». «При всех? При всех, Жанна. Я работала с коллективами. Нет на свете человека страшнее женщины, которая уже провела 6 благотворительных ярмарок, 2 ремонта и 1 войну за меню в школьной столовой. Базиль это быстро поймет». Она, конечно, ничего не поняла, но кивнула так энергично, будто согласна со мной во всем, включая устройство мироздания. Когда она ушла, я села на кровать, развернула тетрадь Мишель снова и перечитала заметки. Я не знала, что именно произошло с этой женщиной. Не знала, где кончилась она и началась я. Но я знала другое. Если кто-то долго записывает по кусочку собственный страх, значит, в какой-то момент он очень хотел, чтобы его, наконец, прочли. «Ладно», — сказала я, — «будем считать, что ты начала, а я продолжу». И почти сразу я услышала шаги в коридоре. Домоправитель явился. Отлично. Я была голодна, зла и впервые за последние дни почти бодра. Самое опасное сочетание для любого вора. Господин Базиль оказался именно таким, каким и должен быть хороший домоправитель в плохом доме. Пухлый, гладкий, с обиженным достоинством на лице. Вошел он так, словно делал мне одолжение. «Мадам, желали меня видеть?» «Желала. И книгу расходов, пожалуйста». «К сожалению, мадам, книги сейчас у господина». «Прекрасно. Тогда мы пойдем к господину вместе». «Простите». «Я, вы и ваши прекрасные объяснения. Я очень люблю живые доклады». «Мадам, вы, вероятно, не вполне...» «Вполне, Базиль. Даже с избытком. Поэтому либо книга будет у меня через четверть часа, либо я иду вниз, усаживаюсь посреди кухни и начинаю инвентаризацию вслух с вопросами и прислугах». Я видела, как у него под воротником пошла розовая волна. «Это необычно», — сдавленно произнес он. «Согласна, но мне начинает нравиться необычность. Так что?» «Я принесу, что смогу найти». «Какая чудесная формулировка. Вот с нее и начнем». Через 20 минут на моем столе лежали 2 толстые книги, 1 тонкая тетрадь и пачка счетов, перевязанных лентой. Я раскрыла первую книгу, и даже беглого взгляда хватило, чтобы понять, меня пытаются держать за дуру. Слишком ровные цифры, слишком чистый почерк. Никаких накладок, никаких споров с поставщиками. Так в жизни не бывает. «Это переписано набело?» — спросила я. «Это официальный экземпляр, мадам». «А черновой?» «Черновой не ведется». Я подняла на него глаза. «Базиль, я понимаю, что в этом доме меня годами считали слабой и бесполезной. Но не надо доводить до оскорбления. Черновики есть всегда. У кухарки, у поставщика, у того, кто ночью уносит лишний мешок муки через заднюю дверь». «Мадам выражается резко». «Зато понятно. Значит так, я хочу видеть счета от мясника, булочника, торговца свечами, аптекаря и винной лавки за полгода. И список жалования всем слугам». «Но, господин Арман...»
Господин Арман сейчас на службе? Да, мадам. Вот и прекрасно. Значит, пока его нет, мы успеем заняться полезным делом. Я пролистала несколько страниц и наткнулась на странную статью. Особые закупки для домашнего кабинета. Суммы были невелики, но регулярны. Чернила, бумага, сургуч, еще чернила и услуги носильщиков. Это что? Господин казначей иногда работает дома. Странно. А я думала, что для этого существует городская канцелярия, или в ней закончились столы. Он ничего не ответил. «Хорошо», — сказала я. «А что вот это? Ремонт шкафа в домашнем кабинете. Трижды за 2 месяца. Шкаф у вас дрался с плотником?» «Мне неведомы подробности, мадам». «Зато мне становится интересно». Я закрыла книгу и откинулась на спинку стула. Когда долго живешь среди людей, которые что-то крутят, начинаешь узнавать их почерк не по буквам, а по манере прятать. Частые расходы на бумагу, носильщики, ящики. Все это выглядело как попытка перетащить часть документов из официального пространства в частное, туда, где жена не имеет права сунуть нос, а слуги привыкли молчать. «Базиль», — сказала я, — «мне нужен ключ от домашнего кабинета господина». «Это невозможно, мадам». «Замечательно. Значит, идем на кухню». «Мадам!» «Что?» «Господин будет крайне недоволен». «Передайте ему, что это чувство у нас теперь взаимное». Я встала. Он действительно испугался. «Я постараюсь узнать, что можно сделать». «Не постарайтесь, а сделайте. Иначе вам придется выбирать между гневом господина и моим интересом к жалованию прислуги. Уверяю вас, второй вариант куда неприятнее». Это сработало лучше, чем я ожидала. И через час у меня был не ключ, конечно, но вполне полезный подарок. Базиль, красный как вареный рак, принес связку старых расходных расписок, объяснив, что их по ошибке не подшили. Я обожаю такие ошибки. Я отпустила его и погрузилась в бумаги. 3 часа спустя у меня болели и глаза, и спина. Зато картина вырисовывалась очень любопытная. Домашние расходы были не просто раздуты. Они местами использовались как мусорная корзина для посторонних трат. Не крупные суммы нет, но крупные воруют иначе, а мелкие ручейки всегда текут в одну реку. И в этой реке явно плескался мост. Я как раз сравнивала расписку на доставку извести с домашней записью о ремонте прачечной, когда в дверь без стука вошел Арман. Прекрасно. Я даже не подняла головы сразу. «Чем ты занята?» – спросил он. «Выясняю», – сказала я, продолжая листать бумаги. «Как именно можно за полгода съесть столько, сколько здесь записано, и не достигнуть размеров рояля?» Он подошел ближе. «Кто позволил тебе рыться в счетах?» «Во-первых, не рыться, а работать. А во-вторых, если счета касаются дома, то я. А если не касаются, тогда вопрос интереснее». «Тебе это не нужно». «А тебе, видимо, очень нужно». «Мишель, ты не понимаешь, с чем имеешь дело». «Очень возможно. Тогда объясни». «Это дела городской казны». «Тем более. Странно, что они лежат в спальне твоей жены, а не в канцелярии». «Где ты взяла эти бумаги?» «В доме, представляешь, какая досада. Оказывается, если человеку долго не дают права ни на что, он рано или поздно начинает заглядывать повсюду». «Ты все еще больна, я не хочу ссориться. Отдай бумаги». «Нет». «Это приказ». «Я не горничная». «Ты моя жена». «Это, Арман, не должность пока что». Он сжал зубы. Я видела, что ему хочется схватить меня за плечо, встряхнуть, поставить на место, вернуть ту Мишель, которая боялась его голоса и сжималась от одного недовольного взгляда. Но он не решился. Видимо, мой утренний демарш со свекровью уже сделал свое дело.
Они пока не понимали, насколько далеко я готова зайти. Я и сама не понимала до конца, но знала точно, назад не пойду. «Послушай», — сказал он уже тише, — «ты не знаешь, какие последствия могут быть из-за твоего любопытства». Знаю. Очень неприятные для того, кто смешивает городские деньги с домашней бухгалтерией. Он смотрел на меня долго, потом улыбнулся. Вот эта его улыбка мне особенно не понравилась. «Ты играешь в опасную игру, Мишель». Я? Нет, дорогой, я просто проверяю счета. В опасные игры здесь явно играл кто-то другой. Он повернулся и пошел к двери. На пороге остановился. «Сегодня вечером ты извинишься перед матерью». «Сегодня вечером, — сказала я поужинаю мясом. Попробуй пережить оба факта сразу». Дверь за ним закрылась с той деликатностью, за которой слышится обещание убийства. Я посидела несколько секунд, потом выдохнула. Ну что ж, теперь все стало проще. Если раньше у меня было только подозрение, то теперь подтверждение. Не документ, не признание, но тот самый короткий миг, когда человек выдал страх. А страх у Армана был не по поводу семейной сцены. И не по поводу собственного авторитета. Он боялся бумаг. Я аккуратно собрала расписки и спрятала их под подкладку дорожного сундука. Потом позвала Жанну. «Да, мадам». «Сколько времени нужно, чтобы добраться до моста?» «Пешком? Минут 20, мадам». «Отлично. Тогда завтра утром мне понадобится платье попроще, удобные башмаки и плащ». «Вы поедете в город?» «Нет, Жанна. Я поеду спасать семейную репутацию. А если повезет, еще и городской бюджет». «Мадам Адетта не позволит». Я встала, подошла к окну. Снаружи серел двор, по мокрой брусчатке шел конюх. Где-то хлопнула дверь кухни. Дом жил своей привычной жизнью. Уверенный, что здесь все и всегда будет так, как велели Девера. Смешные люди. «Пусть сначала попробует», — сказала я. На следующее утро свекровь попыталась. Я еще не успела позавтракать. На этот раз, к моему удивлению, вполне сносно. Яйца, сыр, хлеб, чай. Когда в комнату вошла сама мадам Адетта. Без стука. «Я слышала, вы собираетесь в город», — сказала она. «Слухи, — ответила я, — в этом доме разносятся быстрее, чем приличная еда. Да, собираюсь». «Нет». «Простите?» «Нет. В вашем состоянии прогулки по городу невозможны. Вы останетесь дома». Я откусила хлеб и тщательно прожевала. «Мадам, — сказала я уже взрослая девочка. Не очень удачное открытие для вас, понимаю, но все же». «Вы забываете, кому обязаны крышей над головой». «Да? А я думала, это дом моего мужа. А муж, в свою очередь, обязан своим положением в городской казне. А казна, если не ошибаюсь, состоит из денег жителей, а не из вашего родового величия». Она подошла ближе. «Я предупреждаю вас, Мишель. Не вынуждайте меня принимать меры». «Какие? Запереть меня? Объявить больной? Лишить десерта?» «Мой сын слишком мягок к вам». «Ваш сын вовсе не мягок. Он просто не ожидал, что предмет мебели начнет отвечать». Мадам Адетта оперлась ладонями о спинку стула. «Вы позорите дом». «Нет, мадам, дом позорит тот, кто делает из жены прислугу, а из кухни каторгу». «Ваши фантазии». «Не фантазии, аппетит». «Жена, которая забывает свое место, всегда расплачивается». Я положила нож. «Тогда вам стоит волноваться, потому что я свое место как раз вспомнила, и оно не у ваших ног». Это был конец дипломатии. Свекровь выпрямилась, лицо ее стало совершенно спокойным. «Вы не выйдете из дома».
— сказала она и пошла к двери. «Жанна!» — позвала я. Свекровь остановилась. Жанна влетела почти сразу, бледная, как молоко. «Да, мадам? Позовите кучера и передайте на кухне, что я буду обедать в городе». Мадам Адетта обернулась. «Я только что сказала...» «А я только что распорядилась», — ответила я. «И посмотрим, кого в этом доме слушают быстрее». Это был риск. Но риск часто действует на людей убедительнее логики. Жанна заметалась глазами между мной и свекровью. Потом, к моему огромному удовлетворению, сделала реверанс мне и выскочила. Адетта медленно повернулась обратно. «Вы еще пожалеете», — сказала она тихо. «Уже жалею», — ответила я, — «что не начала раньше». Она ушла, а я через 10 минут уже сидела в экипаже. Не потому, что победила окончательно. Просто в этом доме впервые за долгое время никто не знал, насколько далеко все зашло. И в такой неопределенности слуги склонны исполнять последний отданный приказ от самой громкой стороны. Сегодня громкой стороной была я. Город Бель-Риф встретил меня ветром с реки, грязью под колесами, запахом угля, мокрого камня и дешевого хлеба. Очень живой город, не вылизанный, но настоящий. Торговцы под навесами, матросы у пристани, мальчишки, которые бегают так, будто у них в ногах пружины. Я почти сразу поняла одну вещь. Здесь слишком многое зависит от моста. Река разрезала город пополам. Старый каменный мост, когда-то, видимо, гордость провинции, сейчас стоял как раненый солдат. Один пролет перекрыт, по-другому движение шло медленно. На подходах строительные леса, телеги, груды камня и люди с тем выражением лиц, которые бывают у рабочих, если им давно не платили, но требовать от них чудес продолжают. Я вышла из экипажа. «Ждите», — сказала я кучеру. Он неохотно кивнул. На площадке у моста спорили двое. Сухой мужчина в рабочем плаще и какой-то чиновник с бумагами. Чиновник размахивал руками, а мужчина нет, и потому сразу вызвал у меня больше доверия. Я подошла достаточно близко, чтобы услышать. «Я не могу принять эту поставку», — говорил мужчина в плаще. «Это не тот камень». «Камень как камень», — отвечал чиновник. «У меня накладная». «А у меня глаза. У вас, месье Моро, всегда одни сложности». «Ага, месье Моро, видимо, инженер. Отлично». Я подошла вплотную. «Прошу прощения, это и есть знаменитая система городского строительства. Один человек смотрит в бумагу, другой в реальность, и оба, видимо, надеются, что мост достроится сам по себе». Они оба обернулись. Чиновник уставился на меня с оскорбленным недоумением, инженер с обычным мужским выражением лица при виде дамы там, где, по его мнению, должны быть только грязь, работа и ошибки подрядчиков. «Мадам», — произнес чиновник, — «это служебное место». «Прекрасно. Тогда ведите себя, как на службе». Он открыл рот, но инженер неожиданно хмыкнул. «И кто же вы, мадам?» — спросил он. «Жена городского казначея», — сказала я. «А значит, в некотором смысле тоже пострадавшая сторона». Чиновник побледнел, инженер вскинул бровь. «Вот как?» «Именно так. И если вы сейчас не объясните мне, почему человеку с глазами приходится спорить с человеком с накладной о качестве камня, я решу, что местная администрация целиком построена на авантюристах». «Она построена не целиком», — сказал инженер. «Только большая часть». Мне он сразу понравился. Чиновник возмутился. «Месье Моро!» «Что?» — спросил инженер. «Вы привезли дрянь вместо блока для опоры и хотите, чтобы я это подписал?» «У меня распоряжение. А у меня мост, который не должен рухнуть». Я шагнула ближе к камню, присела и провела пальцами по поверхности. Я, разумеется, не понимала в породе ничего, но зато понимала в людях.
«Кто поставщик?» – спросила я. Чиновник замялся. Компания «Бернар и сын». А накладную подписал кто? Он замялся еще сильнее. Инженер посмотрел на меня внимательнее. Вы в этом разбираетесь? В камне нет, а в жуликах с годами все лучше. Месье Моро скрестил руки на груди. Люсьен Моро, городской инженер. Очень приятно, Мишель де Вера. Временно живая жена казначея. Он моргнул, потом уголок его рта дернулся. Забавное определение. Зато честное. Так в чем проблема? И тут он, к моему удивлению, ответил. Коротко и ясно. Привезенный камень дешевле нужного. Смета идет как за качественный материал. Задержки с поставками уже 3 недели. Рабочим не выплатили часть жалования. Старый подрядчик исчез. Новый внезапно вырос из ниоткуда. Если так пойдет дальше, мост не откроют к ярмарке. Чудесно. Чиновник попытался вклиниться, но я подняла руку. У меня только один вопрос. Кто утверждает оплату поставок? Люсьен Моро посмотрел на меня. Казначейство. Я так и думала. Чиновник, наконец, оживился. Мадам не уполномочена вмешиваться. Зато я прекрасно уполномочена удивляться. И сейчас я удивлена настолько, что, боюсь, начну задавать вопросы уже в присутствии губернатора. Он отступил на шаг. Да, магическое слово. Губернатор. Иногда для наведения порядка достаточно не власти, а угрозы чужого начальства. Люсьен Моро явно заметил, как я пользуюсь приемами, не имея за спиной формального поста. И это его, кажется, не раздражало, скорее забавляло. «Вы действительно собираетесь этим заняться?» – спросил он, когда чиновник торопливо сбежал. Я уже занялась. Почему? Потому что если люди воруют у дома, страдает семья. А если воруют у моста, страдает весь город. И второе меня бесит даже больше. Он несколько секунд молчал, потом спросил. «Вы умеете вести сметы?» Я умею делать так, чтобы из 30 взрослых человек хотя бы 20 вели себя как разумные существа. На этом фоне сметы не кажутся сложной задачей. Он неожиданно рассмеялся. «Тогда, мадам де Вера, возможно, нашему городу наконец повезло?» «Не спешите», — ответила я. «Сначала мне нужно выяснить, куда мой муж спрятал деньги». И только сказав это, я поняла, что произнесла вслух именно то, о чем с утра думала. Люсьен Моро посмотрел уже совсем иначе. Не как на дамочку, скучающую дома, а как на человека, который пришел не смотреть, а ломать чью-то схему. Ну что ж, очень вовремя. Люсьен провел меня вдоль моста, показывая, где затянуты работы, где подвозят не то, где старые опоры нужно укреплять, а денег на это по бумагам уже якобы ушло столько, будто мост построили заново, и сверху еще прикрутили дворец. «Вот здесь, — сказал он, — должны были закончить неделю назад». «А почему не закончили?» «Потому что у меня нет и половины того, что обещано». «А кто отвечает за учет на месте?» «Кладовщик подрядчика. Но он исчез 2 дня назад». «Как?» «Как люди исчезают, когда у них внезапно обнаруживается совесть или долг». «Понятно. Значит, совесть у него проснулась вовремя». Мы остановились у стола, заваленного бумагами. Я взяла несколько листов. Список поставок, график работы. Все с пометками, зачеркиваниями и вставками другим почерком. Идеальная среда для мошенничества. «Вам нужен единый список», — сказал я. «Один. Не 3 бумажки и не 5 человек, каждый из которых знает свой кусок, а один список по материалам, один по людям, один по срокам. И все это сверять каждый вечер». «Думаете, я сам не знаю?» «Думаю, знаете.
но у вас нет того, кто будет сидеть над головой и заставлять это делать». «Да», — сказал он, — «этого нет». «Теперь есть». «Вы всерьез намерены приходить сюда ежедневно?» «Если потребуется». «Ваш муж будет в восторге». «Мой муж и так переживает самый неприятный период со дня нашей свадьбы. Пора ему привыкать к разнообразию». Я села за стол и взяла перо. «Ладно, начнем. Кто здесь старший над рабочими?» Люсьен позвал широкоплечего мужчину по имени Анри. «Господа», — сказала я, — «предлагаю познакомиться. Я та женщина, которую ваши чиновники будут скоро ненавидеть еще сильнее, чем вас. Поэтому не подведите. Сейчас вы мне честно скажете, чего не хватает, кто ворует, кто пьет, и кто умеет работать, но делает вид, что не умеет». Анри моргнул. Люсье кашлянул. «Мадам», — сказал Анри, — «вы уверены, что хотите это знать?» «Еще как. И если вы будете говорить по очереди, я, возможно, даже никого не убью». Через полчаса у меня была картина. Не полная, но уже полезная. Рабочим задерживали жалования. Из-за этого часть из них уходила на другие подработки, а часть халтурила здесь, а часть начинала добирать свое досками, веревками и чужими инструментами. Материалы приходили не в полном объеме. Порой в бумагах они числились уже доставленными, а на местах их никто не видел. Подрядчик по имени Бертран недавно сменил контору, но получил заказ как по волшебству. Городская администрация рычала на инженера за сроки, но никакой помощи не давала. То есть классика. Я составила на листе 3 столбца. Материалы, люди, деньги. И сказала: все, что ломает работу, всегда упирается в одно из этих 3. Теперь так. Каждый вечер вы приносите мне или месье Моро список фактически полученного за день. Только факты. Анри еще смотрел настороженно, но уже без прежней насмешки. «А деньги, мадам?» – спросил он. «Список-то хороший, но жалования им не выдашь». «Деньгами я как раз и займусь». Люсьен тихо сказал: «Это опасно». «Да, но голодные рабочие опаснее. И еще, кто здесь умеет писать разборчиво?» Несколько человек переглянулись. Поднялась одна рука, потом еще. «Отлично. Один ведет список материалов, второй — людей и смен. Если выяснится, что у вас цифры не сходятся, я сама устрою вам воспитательную беседу. Поверьте, для взрослого мужчины это унизительно». Анри посмотрел на меня и сказал: «Вы откуда такая взялись, мадам?» «Из очень деятельной жизни», — сказала я, — «и из плохого брака. Второе особенно мобилизирует». Около полудня к площадке примчался посыльный от мужа. Он принес записку, где Арман требовал моего немедленного возвращения домой. Я перечитала, взяла карандаш и на обратной стороне написала: «Возвращусь после осмотра. Мишель». Посыльный уехал. Люсьен покосился на меня. «Вы его не боитесь?» «Боюсь», — сказала я. «Просто у меня нет времени подчиняться». Ближе к вечеру он показал мне журнал поставок по мосту. Неофициальный, а свой, личный. С пометками, датами, количеством телег, недовозами и примечаниями вроде «привезли хлам», «снова не совпадает», «оплата прошла, а материалов нет». «Почему вы раньше не подняли шум?» – спросила я. «Поднимал много раз. Но если инженер жалуется, это считается профессиональным занудством. А если жалуется жена казначея, это уже семейный позор. Может сработать». «Прекрасно», — сказала я. «Значит, будем позориться системно». «Вы понимаете, что после этого вас в городе либо полюбят, либо возненавидят?»
Он опять усмехнулся. Вы понимаете, что после этого вас в городе либо полюбят, либо возненавидят? У меня двое сыновей-подростков, и я давно привыкла, что любовь и ненависть у публики сменяются по расписанию. Простите? Ничего, это из другой жизни. Я сказала это машинально и тут же отвела взгляд. Иногда прошлое подступало внезапно, запахом мокрой ткани, чужим смехом, видом мальчишек на улице. Оно не давало мне развалиться, но и не отпускало. Я не могла спасти ту свою жизнь, как не могла вернуть себя домой. Но, кажется, могла сделать одно. Не позволить этой новой жизни стать такой же бессмысленной жертвой чужой жадности. Когда я собралась уезжать, Люсьен сказал: «Завтра утром я буду здесь с 6. Если вы действительно придете...» «Приду». «Тогда возьмите это». Он протянул мне тонкую папку. «Что это?» «Копии некоторых накладных и список поставщиков, которые приходили через казначейство. Я давно собирал все, что не нравилось, но одному человеку это не доказать». «Теперь нас двое», — сказала я. «Нас?» — спросил он. «Вас как инженера и меня как жену, которой надоело быть полезной мебелью». «Тогда до завтра, мадам де Вера». «До завтра, месье Моро. И не зовите меня так торжественно». «А как?» «Мишель. Просто Мишель». И я уехала домой, держа на коленях папку с бумагами. Так, как другие женщины, наверное, держали бы цветы или письмо от поклонника. У меня, как видно, были свои слабости. Дома меня ждал муж. Он стоял в моем салоне у окна. На столе лежала моя утренняя записка. Свекровь, видимо, не сочла нужным присутствовать. Мудро. У нас с ней и без свидетелей был полный комплект нежных чувств. «Я надеялся, — сказал Арман, — что ты успеешь образумиться по дороге». «Дороги в этом городе длинные, — ответила я, — но не до такой степени». «Ты выставила меня на посмешище». «Нет, дорогой, это ты очень старался, а я лишь внесла ясность». «На мосту тебя видели все». «Прекрасно. Пусть привыкают к зрелищу работающей женщины». «Ты суешь нос в дела, которые могут тебя погубить». «Меня, Арман, последние недели системно гробили дома, так что внешний риск на этом фоне выглядит даже освежающе». «Тебе не понять механизмов управления городом». «А тебе, похоже, не понять механизмов распада семьи, когда муж считает жену идиоткой». «Мишель, давай прекратим это. Отдай бумаги, которые ты забрала, сиди дома и не мешай. Тогда все закончится мирно». Я рассмеялась. Честно, не специально. «Мирно? Арман, ты хочешь списать на меня свои махинации, держишь меня впроголодь, таскаешь казенные бумаги домой, а теперь предлагаешь мир? Ты поразительно наглый человек». «Ты не смеешь обвинять меня без доказательств». «Разумеется. Поэтому я пока не обвиняю, а собираю». «Что?» «Доказательства». Он резко схватил меня за запястье. Не сильно, не так, чтобы остался след. Но я не вздрогнула, только посмотрела на его руку. Потом на него, очень спокойно. «Отпусти», — сказала я. «Ты не понимаешь, с кем воюешь». «С мелочным человеком, который решил, что жена — удобный сейф для грязных тайн». «Замолчи». «Нет». Он сжал пальцы сильнее. И тогда я сказала уже совсем другим голосом, тихим, тем самым, от которого в школьных коридорах утихали даже самые отъявленные хулиганы. «Если ты сейчас не уберешь руку, я закричу так, что в дом сбегутся слуги, соседи и, возможно, местный епископ. А потом мы сядем и обсудим, как именно городской казначей хватает больную жену за руки. Хочешь?» Он отпустил. Вот и все. Не потому, что стало стыдно,
Просто он слишком дорожил фасадом. «Ты превратилась в чудовище», — сказал он. «Нет», — ответила я. «Я перестала быть жертвой». «Ты не выиграешь». «Посмотрим. Кстати, раз уж мы обсуждаем домашний мир, сообщаю. Завтра я снова еду на мост. И послезавтра. А еще я хочу видеть наши семейные бумаги по имуществу. «Зачем? Люблю почитать перед сном. Ты сошла с ума». Это говорят все, кому я начинаю мешать». Он развернулся и вышел, хлопнув дверью. Я села. Сердце у меня бешено стучало, не от страха даже, от злости. Я позвала Жанну. «Да, мадам. Мне нужен замок на этот шкаф, новый, сегодня. Но... И если мне снова пришлют капли от нервов, выльешь их в цветочный горшок». «Мадам думает, что...» Я не думаю. Я исхожу из опыта. А опыт подсказывает, когда женщина перестает быть удобной, ее либо объявляют безумной, либо пытаются усыпить. Иногда все сразу. Жанна побледнела. «Они не посмеют». «Посмеют, Жанна. Поэтому мы будем умнее». И тут Жанна неожиданно сказала. «Я могу помочь». «Чем?» «На кухне, говорят, и кучер возит, и прачки слышат, и лакей иногда видит бумаги. Если надо, я могу слушать». «Надо. Только не геройствуй. Мне не нужны трупы из-за хозяйственных книг». Жанна кивнула так серьезно, будто я принимала ее в подпольную организацию. В каком-то смысле так и было. «И еще», — сказала я, — «скажи, кто в городе умеет печатать быстро и любит слухи?» «Мадемуазель Элоиза Бернар, дочь печатника», — выдала она мгновенно. «Она все знает. И пишет заметки в городскую газету. Только отцу не говорит, что пишет». «Великолепно. Вот с ней мы тоже познакомимся». Когда Жанна ушла, я открыла папку Люсьена и стала читать. К вечеру у меня сложилась схема. Пока еще не вся, но главная линия была видна. Деньги на мост уходили через завышенные поставки и подмену материалов. Подрядчик Бертран, с которым почему-то особенно часто встречался Роман, был прокладкой, а где-то рядом должен был быть конечный карман. Не в виде сундука под кроватью, конечно, а в виде земли, доли, расписок, чего-то такого, что можно было быстро перевести из казенных денег в почти законную собственность. Вопрос был один. Где? И тут мне в глаза бросилась строчка в одной из бумаг Люсьена. Покупка прибрежного участка к югу от старой переправы. Не мост, не городская земля. Частная сделка. Покупатель некий Реми Лакруа. Фамилия знакомая. Я нахмурилась, порылась в памяти Мишель и вдруг вспомнила. Лакруа – девичья фамилия какой-то дальней кузины свекрови. Женщина с кислой улыбкой, которая однажды приезжала на чай. Я откинулась на спинку кресла. Ну, конечно. Если ты хочешь украсть так, чтобы потом не нашли, не прячь деньги под матрас. Преврати их в будущее, в землю, в переправу, в бизнес, который расцветет, когда общественное благо окончательно развалится. Мой муж, похоже, воровал не только из жадности. Он собирался заработать на катастрофе. Я встала и подошла к окну. Во дворе зажигали фонарь. Где-то внизу свекровь наверняка уже сочиняла стратегию моего морального удушения. А муж план, как вернуть контроль надо мной. А я стояла у окна в чужом теле, с пачкой грязных бумаг в руках и знанием, что если ошибусь, меня либо сотрут в порошок, либо выставят сумасшедшей. И знаете что? Меня это не пугало так сильно, как должно было, потому что я уже видела, что бывает, когда хорошие люди молчат слишком долго. В любом мире последствия одинаковы. «Ладно», — сказала я, — «значит, будем шуметь».
Шуметь пришлось уже на следующий день. К полудню я не только снова добралась до моста, но и успела поссориться с подрядчиком, получить почти уважительный кивок от рабочих и договориться о встрече с мадемуазель Элоизой Бернар, той самой дочерью печатника, которая, по словам Жанны, все знает и еще немного сверху. Элоиза оказалась тонкой, быстрой, насмешливой девушкой, таким острым взглядом, что им можно было чистить рыбу. Она встретила меня в типографии. «Госпожа де Вера», — сказала она, — «признаться, не думала, что вы когда-нибудь ко мне придете». «Я тоже много чего про себя не думала», — ответила я. «А потом жизнь решила развлечься». «Чем обязана?» «Тем, что вы умны, а еще, надеюсь, любопытны». Я сразу изложила ей то, что можно было изложить без лишнего риска. Задержки на мосту, странные поставки, путаницу в бумагах и мою глубокую убежденность, что город кто-то очень ловко собирается обокрасть под видом неудачного строительства. Элоиза слушала молча. Потом сказала: «А ваш муж?» «А мой муж», — ответила я, — «сейчас в списке подозреваемых. Лидирует и делает все, чтобы не уступить первое место». Она вскинула брови. «Это смело». «Нет, это поздно». «Я кое-что слышала», — сказала Элоиза. «Но у меня не было ни доказательств, ни человека, которому бы выгодно было это говорить. А теперь, кажется, есть и то, и другое». «Мне не нужен скандал ради скандала», — ответила я. «Мне нужно, чтобы, если со мной вдруг что-то случится, хотя бы часть сведений не исчезла». «Настолько серьезно?» «Настолько. И еще мне нужно, чтобы перед приездом губернатора в городе ходили правильные вопросы. Не обвинения, а вопросы. Кто отвечает за поставки, почему сроки сорваны, куда ушли деньги? И почему инженер бьется как проклятый, а казначей только хмурится?» Элоиза медленно улыбнулась. «О, это я умею». Даже не сомневалась. Мы условились, что я передам ей копии безопасных бумаг. Не самых прямых, но достаточно неприятных, чтобы запустить слух. Из типографии я вернулась на мост вовремя, чтобы застать очередную прелестную сцену. Рабочие отказывались продолжать смену, потому что им не выплатили обещанное. Я подошла, оглядела всех и сказала: «Так, кто здесь отвечает за выплату?» Бухгалтер кашлянул. «Формально». «Формальностью людей не кормят. Кто отвечает фактически?» «Средства не поступили из казначейства», — пробормотал он. «Вчера», — сказал Анри, — «обещали сегодня. Сегодня говорят завтра. Я людей не удержу, мадам». Я посмотрела на их лица. Усталые, злые, недоверчивые. Не к миру вообще, ко всем, кто стоит в чистом платье и обещает разобраться. Я сняла перчатки, открыла сумку и достала кошелек. «Здесь немного», — сказала я. «Но хватит, чтобы к вечеру никто не ушел голодным. Анри, организуйте хлеб, сыр и горячее. Сейчас, за мой счет». Все замолчали. Даже Люсьен посмотрел резко. «Вы не обязаны». «Знаю, но и они не обязаны работать впроголодь». Бухгалтер возмутился. «Мадам, это нарушает порядок». Я повернулась к нему. «Какой? Тот, при котором вы дважды записываете привезенный камень и ни разу не платите живым людям? Да, такой порядок я действительно нарушаю». Анри взял деньги и вдруг сказал: «Вернем». «Разумеется», — ответила я, — «из денег, которые ваши начальники где-то потеряли. А до тех пор считайте это инвестицией в скорость работ и человеческий облик». Когда он ушел, Люсьен отвел меня в сторону. «Это был сильный ход». «Это был хлеб. На сильные ходы меня еще хватит. Позже. Вы понимаете, что теперь рабочие будут на вашей стороне?»
Я понимаю, что голод делает людей врагами любого порядка. Лучше кормить, чем перевоспитывать. У вас действительно большой опыт управления. Очень. Мне приходилось организовывать выпускной после того, как половина родителей поссорилась из-за цвета воздушных шаров. Я опять ничего не понял. И не надо. Поверьте, это тоже была катастрофа. К вечеру на площадку пришел посыльный уже не от мужа, а от свекрови. Записка была короткой. Если вы не прекратите это безобразие, дом перестанет быть для вас безопасным местом. Я перечитала и даже улыбнулась. Дом и так давно перестал. Но теперь у меня была бумага. Я аккуратно сложила записку и убрала к прочим. «Плохие новости?» — спросил Люсьен. «Наоборот, очень хорошие. Моя свекровь имела неосторожность угрожать письменно. Прям подарок». «Вы страшная женщина, Мишель». «Нет», — сказала я. «Я просто веду архив». Чем дольше я копалась в делах Армана, тем сильнее убеждалась. Жадность у него была не бытовая, а стратегическая. Он не тянул деньги на любовниц или тайную роскошную жизнь. Нет, мой муж мыслил широко. Он выводил средства так, чтобы потом самому оказаться спасителем положения. Если мост недостроен, торговля встанет. Если торговля встанет, купцы начнут искать обходные пути. А если обходной путь уже заранее подготовлен и чудесным образом окажется в руках людей, связанных с семьей казначея, значит, мы имеем не просто растрату, мы имеем план. И я должна признать, план был мерзкий, но не глупый. Сначала создать дыру, потом предложить спасение. Обычно это называют предприимчивостью. Я же называла вещи правильными словами и поэтому очень быстро наживала врагов. На следующий день после письма свекрови я решила познакомиться с господином Реми Лакруа, покупателем прибрежного участка у старой переправы. По бумагам он был скромным коммерсантом. По моей памяти, дальним родственником Адетты. Элоиза раздобыла мне адрес быстрее, чем я успела выпить утренний чай. «Он держит контору возле Южной пристани», — сказала она. «Торгует лесом и, по слухам, даже воздухом, если воздух можно переписать на чье-нибудь имя». «Прекрасно», — сказала я. «Вы одна туда не ходите». «Почему?» «Потому что вы и так уже вызываете в городе больше разговоров, чем весенний паводок. А еще потому, что мужчины, которым есть что скрывать, редко радуются при виде женщины с вопросами». «О, у меня большой опыт общения с такими мужчинами». «Именно это меня и тревожит», — сказала Элоиза. Но я все равно пошла. Не одна, впрочем. Люсьен, узнав о моем намерении, только сказал: «Нет, это не аргумент, это предупреждение. Я все равно пойду». «Тогда я с вами». «Месье Моро, вы рискуете испортить себе репутацию». «Поздно, я уже работаю с вами». Тут спорить было трудно. Контора Реми Лакруа выглядела ровно так, как и должна выглядеть контора человека, который делает деньги на чужой нужде. Чисто, солидно, без вкуса и с двумя шкафами, полными бумаг. Сам господин Лакруа был круглый, лысый и улыбчив той осторожной улыбкой, которой обычно улыбаются люди, привыкшие заранее оценивать, сколько с вас можно снять без драки. «Госпожа де Вера, какая честь!» «Не преувеличивайте», — сказала я. «Это пока только визит». Он перевел взгляд на Люсьена и оживился. «Месье Моро, не ожидал». «Я тоже от вас многого не ожидал», — сухо сказал Люсьен. «Чем обязан?» Лакруа развел руками. «Небольшим разговором о земле», — сказала я.
о той самой, к югу от старой переправы. Моя частная собственность. Разумеется. Я просто восхищаюсь вашей дальновидностью. Купить участок именно там, где в случае провала с мостом внезапно расцветет перевозочное дело, это надо уметь. Вы говорите странные вещи, мадам. Я только начала. Скажите, Реми, вы давно занимаетесь перевозками? Некоторое время. И именно поэтому решили вложиться в берег у старой переправы. Земля — надежное вложение. Особенно, если заранее знать, что людям скоро негде будет пройти. Он молчал. Люсьен тоже молчал. Вы, вероятно, устали от семейных тревог, сказал Лакруа мягко, и видите интриги там, где их нет. «Я вижу бумаги», — ответила я. «А бумаги, в отличие от людей, редко кокетничают». Какие именно бумаги? Те, где ваше имя стоит рядом с очень интересными переводами через людей, получавших оплату по линии моста. Это был блеф. Почти. У меня не было полного доказательства перевода именно на него. Но у меня был взгляд, тон и твердое знание, что если человек нечист, он обязательно начнет думать не о том, виновен ли, а о том, насколько много вы уже знаете. Лакруа перестал улыбаться. Я не понимаю, о чем вы. Тогда объясню проще. Если ремонт моста сорвется, город будет вынужден пользоваться временной переправой. А если временная переправа окажется рядом с вашим участком, вы заработаете. И если деньги, выделенные на мост, прежде исчезли через подставных подрядчиков, а потом выросли в вашей земле, это уже неудачное вложение. Это подлость. Мадам, вы переходите границы, Сказал Лакруа. Это у вашей семьи с границами проблемы. Прошу вас покинуть мою контору. С удовольствием. Но прежде один вопрос. На чье имя оформлен проект новой платной переправы? На ваше? Или вы ждете, когда казначей оформит все через третьих лиц? Вы не понимаете, куда лезете. Мне все так говорят. И, что интересно, исключительно те люди, у которых дрожат пальцы. Его пальцы действительно дрогнули. Чуть-чуть, но я увидела. Мы с Люсьеном вышли молча. Только на улице он сказал: Смело. «Глупо?» Тоже. Тогда все идет как обычно. Он испугался. Да, но теперь и насторожиться сильнее. Люсьен кивнул. Нужно искать договора или деньги, которыми земля оплачена. Или человека, который видел, как это все оформлялось. И тут я вспомнила кое-что из записей Мишель. Месье Бертран снова пришел вечером. «Бертран», — сказала я. Подрядчик? «Да. Если кто и знает, куда текли деньги, то либо он, либо тот, кому он заносил часть наверх. Надо его найти». Его уже ищут, но он исчез. Мужчины с грязными руками всегда исчезают одинаково плохо. Где-то пьют, где-то прячутся, а где-то надеются, что о них забудут. У вас и тут большой опыт. Скажем так, я видела немало родителей, которые исчезали, как только речь заходила о сборе денег на поездку класса. Люсьен посмотрел на меня с той выраженной усталой терпимостью, с какой человек относится к чужим странным метафорам. Я узнаю про Бертрана через портовых. А я займусь домом. Это прозвучало страшнее. Так и есть. Дом встретил меня необычной тишиной. Я вошла в свою комнату и сразу поняла, что здесь кто-то был. Не потому, что вещи валялись. Наоборот, все было слишком ровно. Книжка лежала не под тем углом, подушка перевернута другой стороной. Я позвала Жанну. Она вошла и, увидев мое лицо, побледнела. Кто здесь был?
Я не знаю, мадам. Жанна. Господин Арман и мадам Адетта, пока вас не было. Отлично, значит, семейное единство восстановлено. Я подошла к сундуку. Бумаги, которые я прятала там не было. Очень интересный момент. Я даже удивилась. Видимо, в какой-то точке злость становится такой плотной, что уже не выплескивается наружу. «Когда они ушли?» — спросила я. «Час назад». «Кто еще видел?» «Никто, наверное». «Неправда. Кто дверь открывал?» «Базиль». «А закрывал?» «Тоже он». «Зови его». Базиль пришел быстро. «Мадам?» «Где мои бумаги?» «Какие бумаги?» «Базиль, если я сегодня сорвусь, вам не понравится. Где бумаги, которые забрали из моей комнаты?» «Я не понимаю». «Прекрасно, я сейчас помогу». Я подошла к двери, открыла ее и громко сказала в коридор. «Жанна, позовите сюда кухарку, прачку, лакея и кучера. Раз уж домоправитель не понимает простых вопросов, будем выяснять коллективно». Базиль побледнел. «Мадам, нет нужды». «Еще какая? И заодно пригласите мадам Адетту, пусть послушает». «Не надо!» — выпалил он. «Вот теперь вы понимаете? Где бумаги?» «Господин велел передать их ему. Я не мог ослушаться». «Могли, но не захотели. Ладно, что именно забрали?» «Все, что было в сундуке». «И куда отнесли?» «В кабинет господина». «Ключ?» «У меня нет». Я протянула руку. «Базиль». Он секунду поколебался, потом достал из кармана маленький ключик. «Запасной», — прошептал он. «Вот видите, а говорили, что не понимаете». Я взяла ключ и улыбнулась. «Никому ни слова», — сказала я. «Идите». Когда он ушел, Жанна прошептала. «Вы пойдете туда сейчас?» «Разумеется. Но господин вернется к ужину. Тем лучше. Может, успеет застать меня за полезным делом». Кабинет Армана находился в мужской половине дома и был устроен, как и его хозяин. Строго, дорого и холодно. Запасной ключ подошел. Я вошла и сразу начала искать не глазами, а логикой. Если человек только что отобрал у вас бумаги, он либо сожжет их, либо спрячет там, где можно быстро достать. Но Арман не дурак. Он понимал, что если я заметила пропажу, то и сюда доберусь. Значит, самое важное — не оставить на виду. Шкаф. Тот самый шкаф, который ремонтировали трижды за 2 месяца. Я подошла к нему и внимательно осмотрела. Дерево добротное, петли свежие. Внутри обычные папки. Слишком обычные. Я постучала по боковой стенке, потом по задней, потом по нижней панели. Слева звук был глуше. «Ну, конечно», — пробормотала я. Мне понадобилось минут 10, чтобы нащупать скрытую защелку. Когда панель сдвинулась, я даже не удивилась. Внутри лежали мои бумаги и не только. Пачка векселей, копии договоров, письма, карта речного участка с пометками. Проект временной частной переправы. Вот так. Я села прямо на ковер и начала читать. Через 15 минут мне захотелось смеяться, а через 20 кого-нибудь убить, потому что схема была почти завершена. Арман через Бертрана выводил часть средств на дополнительные работы. Лакруа оформлял землю и подготовку будущей переправы. И если мост не сдавался вовремя, провинциальная администрация должна была разрешить временную платную перевозку через южный участок. Разумеется, как экстренную меру. Чрезвычайно выгодную. Как это обычно и бывает с хорошо поставленной мерзостью. И еще лучше, в нескольких бумагах фигурировало мое имя. Не как участница, а как прикрытие. То есть, если дело вскроется, всегда можно сказать, что нежная, слабая, растерянная Мишель тратила, путала, распоряжалась, а супруг лишь терпел ее хозяйственную неумелость.
Красиво. Подло. Я как раз читала письмо Лакруа, где тот жаловался Арману на спешку и советовал лучше подготовить супругу к возможным объяснениям, когда за спиной раздался голос. «Я знал, что найду тебя именно здесь». Я даже не вздрогнула. Арман стоял в дверях. «Отлично», — сказала я. «Не придется искать тебя по всему дому». «Отойди от шкафа». «Нет». «Я предупреждаю тебя в последний раз». «Я тоже». «Ты ничего не докажешь». «Я уже доказала достаточно, чтобы ты побледнел». «Эти бумаги можно истолковать по-разному». «Конечно. Особенно письмо, где твой сообщник обсуждает, как лучше подготовить меня к роли идиотки». «Отдай все». «А иначе что? Запрешь, усыпишь, столкнешь с лестницей?» «Ты бредишь». «Нет, Арман, это ты заврался». Он сделал еще шаг. Я отступила не назад, а в сторону, так, чтобы между нами оказался письменный стол. «Послушай меня внимательно», — сказал он. «Ты не выйдешь из этого дома с этими бумагами». «Тогда выйдут копии». Это был блеф, но хороший. Арман замер. «Что?» «Ты правда думаешь, что я храню все в одном месте? Милый, если уж я пережила ваш семейный пансион благородных мучителей, то научилась элементарной предусмотрительности». «Ты все испортишь». «Не я. Ты. Я только включила свет». «Ты не понимаешь. Город все равно не вытянет мост вовремя. Даже если я верну часть средств, уже поздно. Частная переправа спасет торговлю». Вот оно. Иногда люди проговариваются не в гневе, а в желании показаться рациональными. «Спасет?» – переспросила я. «Ты украл деньги у города, чтобы потом подать себя как спасителя?» «Я делаю то, что необходимо». «Нет, ты делаешь то, что выгодно тебе». «Всем будет лучше, если делом займутся частные руки». «Особенно твои». «Да, мои. Потому что, в отличие от этих крикунов у моста, я умею считать». «Считать ты умеешь, да, а вот быть человеком нет». Он тяжело дышал, потом вдруг выпрямился и улыбнулся. «Хорошо», — сказал он. «И что ты будешь делать? Побежишь к губернатору, скажешь, что собственный муж использовал твое имя? Ты сама подписывала часть домашних бумаг. У тебя нет права выступать против меня. А если начнешь, я официально заявлю, что после болезни ты не отвечаешь за свои слова». А вот и диагноз. Классика. «Попробуй», — сказала я. «Только учти, если ты объявишь меня сумасшедшей, я выступлю публично, со всеми письмами, счетами и рассказом о том, чем меня кормили дома для пользы слабости». «Тебе не поверят». Женщины поверят, рабочие поверят, инженер, газета поверит, а губернатору хватит и половины. Его лицо дернулось. Я поняла, что попала в самую точку. Арман боялся не скандала сам по себе. Он боялся потери управляемости. Пока все шло тихо, он был хозяином игры. Но если история вылезет наружу, начнут говорить слишком многие. А когда начинают говорить, даже идеальная схема трещит. Я быстро собрала бумаги в папку. «Спасибо за экскурсию», — сказала я. «Тайник, кстати, грубоват. Надо было делать лучше». И пошла к двери. Он успел схватить меня за локоть. «Ты никуда не пойдешь». Я развернулась и со всей силы ударила его папкой по лицу. Не очень изящно, зато эффективно. Он отшатнулся, я рванула дверь, выскочила в коридор и, не останавливаясь, крикнула так, что, думаю, меня услышали даже на кухне. «Жанна, ко мне!» По лестнице загремели шаги, из дальнего коридора высунулся лакей, потом еще кто-то, потом мадам Адетта. Я стояла с папкой в руках, растрепанная, злая и совершенно не похожа на ту женщину,
которую здесь привыкли видеть. А Арман вышел следом. На щеке у него краснела тонкая полоска от металлического уголка папки. «Красота! Что здесь происходит?» — спросила свекровь. Я повернулась к ней. «Прекрасный вопрос, мадам. Ваш сын только что пытался отобрать у меня бумаги, касающиеся городской растраты. Не хотите обсудить это при свидетелях?» Тишина. Слуги стояли как прибитые, а Детта побелела. Арман сказал ровно: «Моя жена нездорова». «Еще раз это скажешь», — ответила я, «и я начну читать вслух». И подняла письмо Лакруа. Это было красиво. Когда на лицах людей, привыкших давить, впервые появляется не гнев, а паника. Это всегда красиво. Свекровь пришла в себя первой. «Все вон!» — сказала она слугам. Никто не сдвинулся. Вот это было моим маленьким праздником. Не потому, что они внезапно полюбили меня. Просто в доме сменился центр тяжести. «Жанна», — сказала я спокойно, — «в карету». «Да, мадам». Арман шагнул вперед, но я уже смотрела не на него, а на слуг. Если до моего возвращения в моей комнате тронут хоть одну вещь, я буду считать это доказательством кражи у хозяйки дома. И обсуждать это стану не здесь. Через 10 минут я ехала к Элоизе, а потом к Люсьену с бумагами, от которых мой брак окончательно переставал быть семейным делом и превращался в дело для властей. Честно говоря, давно пора было. В тот вечер мы устроили не заговор, а очень приличный гражданский труд. Элоиза заперла дверь типографии, Люсьен принес свои журналы и накладные, я выложила содержимое тайника, и мы втроем до глубокой ночи раскладывали чужую подлость по аккуратным кучкам. Это удивительно успокаивает. Деньги, земля, частная переправа, поддельные статьи расходов, письма Лакруа, замечания Бертрана, странные платежи через домашнее управление супруги. Проект на случай провала моста. Все начинало складываться в схему, которую можно было не только чувствовать, но и показывать. «Вот здесь», — сказал Люсьен, проводя пальцем по одной из ведомостей, «а оплата прошла, как за усиление третьей опоры. Но работ не было». «А вот здесь», — добавила Элоиза, в газетной заметке месячной давности упоминалось, что господин Лакруа интересовался разрешением на перевозочную концессию. Тогда никто не понял, зачем. «Потому что все еще надеялись, что мост достроят», — сказала я. «А вы?» — спросила Элоиза. «Я надеюсь до сих пор. Просто теперь знаю, кто именно очень старался, чтобы не вышло». Мы работали до тех пор, пока глаза не начали отказывать служить. Наконец Люсьен отложил перо. «Завтра нужно решить, кому и в каком порядке это отдавать». «Сначала надо обезопасить копии, потом выбрать человека в провинциальной администрации, который не продаст». «А есть такой?» — спросила я. Люсьен подумал. «Заместитель губернаторского секретаря. Поль Дюваль. Он сухой, неприятный. И, что ценно, чистолюбив в сторону карьеры, а не мелкой наживы. Если дать ему папку до официальной инспекции, он не спустит это, потому что сможет блеснуть перед начальством». «Обожаю полезные пороки», — сказала я. Мы сделали 3 набора копий. 1 у Элоизы в типографии, 1 у Люсьена и 1 у меня. Вернее, формально у меня. Но после сегодняшнего опыта я решила, что хранить их дома все равно, что оставлять курицу при лисе и просить вести себя прилично. «Возьмите», — сказал Люсьен, протягивая мне небольшой карманный пистолет. Я уставилась на него. «Это вы так ухаживаете?» «Это я так боюсь, что вас убьют раньше времени». «Какая редкая практичность. Вы не умеете им пользоваться?» «Я умею бояться достаточно, чтобы не стрелять тебе в ногу. Этого хватит?» «Почти». Я взяла пистолет.
Спасибо. Элоиза закрыла папку и сказала: «Вы сегодня не возвращайтесь домой». Я посмотрела на нее. Очень разумно. Но именно поэтому я вернусь. Вы с ума сошли? Возможно. Но если я исчезну из дома именно сейчас, Арман и Адетта начнут кричать о моей истерике, болезни и женской нестабильности. Нет, я вернусь, поужинаю, посмотрю свекрови в глаза и дам понять, что игра стала публичной. Люсьен мрачно сказал: «Мне это не нравится». «Мне тоже, но иногда лучше защита не бегства, а наглая видимость нормальности». На пороге он догнал меня. «Если ночью что-то случится, посылайте за мной». Это звучит как предложение руки и строительной сметы. «Мишель!» «Я шучу. Спасибо, Люсьен». Он задержал взгляд на моем лице. Ненадолго, ровно настолько, чтобы я успела почувствовать. В другой жизни, в другое время и при иных обстоятельствах я бы, возможно, позволила себе эту паузу продлить. Но у меня был муж, свекровь, мост, губернатор и коробка с компроматом. Как говорится, не до романов. За ужином свекровь была особенно вежлива. Арман сидел бледнее обычного. «Как прошел ваш день, Мишель?» — спросила Адетта. «Плодотворно, мадам, а ваш?» «Спокойно, в отличие от некоторых». «Вы правы, некоторые люди почему-то очень нервничают, когда их бумаги читают вслух». Арман сжал нож. «Мама, не надо». «Напротив», — сказала я, — «надо. Мы ведь теперь почти откровенны друг с другом. Семейная близость и все такое». Адетта отложила салфетку. «Чего вы хотите?» «Я? Для начала, чтобы вы перестали делать вид, будто я глупее, чем есть. А потом, чтобы ваш сын вернул городу то, что украл. А потом, чтобы мост достроили. И если останется время, я бы хотела доесть этот ужин». «Вы не докажете кражу», — сказала она. «А, так вы в курсе». Она поняла ошибку слишком поздно. Арман тихо выругался. «Вы играете опасно», — сказала свекровь. «Вы все время повторяете эту мысль, словно надеетесь, что она заменит последствия. Вы не понимаете устройства мира». «Мадам, как раз наоборот. Я только сейчас начала понимать его слишком хорошо». Она смотрела на меня долго, а потом сказала: «Думаете, если уничтожите Армана, вам станет легче? Нет, вы останетесь все той же женщиной, без рода, без защиты. Никто не даст вам свободы просто потому, что вы шумны и упрямы». Вот тут я отложила вилку. Очень спокойно. «Спасибо», — сказала я. «Наконец-то мы договорились о главном. Вы правы, никто не даст. Значит, я возьму». Лицо ее стало совершенно неподвижным. Арман встал из-за стола. «Это невозможно». «Почему же? Потому что закон на вашей стороне? Может быть. Но факты уже нет». «Ты моя жена». «А ты, Арман, государственный вор. У каждого свои ярлыки». Он шагнул ко мне, но Адетта подняла руку. «Сядь». Он застыл. Вот это было любопытно. Значит, даже сейчас он все еще подчинялся матери. Больше, чем закону и разуму. Адетта перевела взгляд на меня. «Чего вы хотите в обмен на молчание?» Признаться, это меня даже развеселило. «Мадам, вы правда считаете, что после всего я торгуюсь за комфортное содержание? Нет, в этом и беда для вашей семьи. Я больше не хочу жить хорошо внутри гнилой системы. Я хочу, чтобы эта система рухнула вам на головы». Иногда полезно сказать правду без украшений. Ужин закончился быстро, а ночью меня попытались отравить. Справедливости ради, возможно, непрофессионально, иначе я бы с вами сейчас не разговаривала. Мне принесли обычное вечернее питье, отвар для сна и укрепление нервов. Жанна стояла с подносом такая белая,
что я поняла все еще до запаха. «Кто дал?» – просила я. «Аптекарь прислал по распоряжению мадам Адетты. А ты почему дрожишь?» «Потому что кухарка сказала, что туда велели добавить еще пузырек». Я посмотрела на чашку, потом на Жанну. «Умница! Вылей!» «Просто вылить?» «Конечно!» Мы вылили отвар в ночной горшок, а потом я села, взяла бумагу и написала короткую записку. «Если я умру внезапно, прошу осмотреть аптечные настои, присылаемые в дом Девера по настоянию мадам Адетты». Сложила, запечатала. «Жанна, если со мной что-то случится, это должно быть у мадемуазель Бернар. Сумеешь?» «Да, мадам. Если не случится, тоже хорошо. Мы просто живем дальше». Утром я проснулась злая и живая. Честно говоря, второе меня особенно порадовало. К 9 я уже сидела в приемной Поля Дюваля, того самого заместителя губернаторского секретаря, которого Люсье написал как человека честолюбивого и потому местами полезного. Описание оказалось точным. Поль Дюваль был похож на аккуратно сложенную претензию. Узкое лицо, ровный пробор, манера слушать так, будто он уже мысленно сортирует ваши слова на «важно», «ложь» и позже использовать против вас. «Госпожа де Вера», — сказал он, когда я закончила, — «вы понимаете, что обвиняете городского казначея, собственного мужа и лиц, связанных с подрядом на мост?» «Да», — ответила я. «Если это правда, то дело не только в растрате». «А в чем еще?» — просила я. «В умышленном создании частной выгоды из провала государственного объекта и в использовании имени супруги для сокрытия движения средств». «То есть у моего мужа широкий круг талантов?» «То есть, — сухо сказал Дюваль, — вы для следствия уже не просто жена. Вы лицо, чье имя могло быть использовано без надлежащего согласия». «Продолжайте. Мне нравится». «По закону жена подчинена мужу в вопросах представительства дома. Но если ее имя или приданое использованы для сокрытия преступления против казны, она может быть признана не частью его хозяйственной воли, а пострадавшей стороной. Тогда муж временно лишается права распоряжаться ее лицом и имуществом до разбирательства». «Лицом?» – переспросила я. «Юридическим лицом, госпожа де Вера». «Какая жалость, а я надеялась, что он лишится и обычного». «Сегодня вечером губернатор прибудет в Бель-Рив. Завтра утром инспекция моста и казначейских ведомостей. Я не обещаю вам победы, но обещаю, что эти бумаги уже не исчезнут». «Прекрасно. Тогда у меня остается один вопрос. Как пережить ночь?» «Осторожно», — ответил он. Когда мы вышли, Элоиза сжала руку. «Теперь назад уже не загонят». «Не сглазь», — сказал я. «Эти люди живучи». «Вы поедете домой?» «Да». «Опять?» «Элоиза, если я начну ночевать по знакомым, свекровь объявит меня беглой развратницей, а половина города решит, что во всем виновата любовь к инженеру». Люсьен поднял бровь. «Даже так?» «Люди ленивы, и им всегда проще придумать роман, чем финансовую схему». «А роман есть?» — невинно спросила Элоиза. «Сейчас есть только мост», — ответила я, «и группа граждан, мешающих мне сосредоточиться». Дом к моему возвращению выглядел так, словно готовился не к ужину, а к похоронам. Свекровь ждала меня в малой гостиной. «Вы ходили к властям?» — сказала она. «Да». «Вы сошли с ума?» «Нет, мадам. Вы думаете, что чиновники вас защитят?» «Наивно. Они используют вас против Армана, а потом выбросят». «Возможно. Но это все равно лучше, чем быть съеденной дома
И еще благодарит за вилку. Вы губите себя. Нет, я впервые занимаюсь самообороной. Послушайте меня внимательно. Если Арман падет, вы не удержите то, что получите. Ни дом, ни положение, ни уважение. Вас терпят, пока вы чья-то жена. Значит, придется стать чьей-то проблемой. Она посмотрела на меня так, будто до сих пор надеялась, что где-то под этой упрямой оболочкой найдется прежняя удобная Мишель. Не нашла. На ужин Арман не вышел. Я не расстроилась. Ночью меня никто не травил, не душил и не сталкивал с лестниц. Видимо, после визита к Дювалю я стала неудобна не только как жена, но и как потенциальный труп с лишними вопросами. А утром в город приехал губернатор. Если вам когда-нибудь доведется увидеть провинциальных чиновников в день визита начальства, не упустите шанс. Это редкое зрелище. Все вокруг вдруг становятся подтянутыми, озабоченными, говорящими одновременно очень вежливо и очень быстро. Даже воздух начинает пахнуть отчетами. Губернатор Теодор де Ренье оказался мужчиной лет 50. И он давно понял главное: идеальных подчиненных не бывает. Бывают только полезные и дорогостоящие. На мосту собралась половина города. Рабочие, подрядчики, купцы, зеваки, которых всегда особенно много там, где пахнет позором других людей. Арман стоял справа от губернатора. Безупречный воротник, безупречное желание пережить этот день и желательно за счет чужих нервов. Увидев меня, он не вздрогнул. Это даже обидно. А Детта тоже была тут, в темном платье и шляпе. Инспекция началась с обычного. Сроки, камень, сметы, опоры. Люсьен говорил сухо и точно. Анри показывал недостачу материалов. Рабочие подтверждали задержки выплат. Дюваль стоял чуть в стороне и молчал, как человек, которому не нужно кричать, потому что его папка и так весит достаточно. Арман заговорил, когда почувствовал, что почва под ним начинает гулять. «Имеют место отдельные хозяйственные недоразумения», – произнес он. Я даже не сразу поняла, какое удовольствие мне доставит это выступление. Губернатор повернул голову. «Каких лиц?» Арман посмотрел на меня с выражением мужа-мученика. «Моей супруги. После болезни она не вполне здорова. Из лучших побуждений она вмешалась в обсуждение материалов и выплат, чем вызвала лишнее волнение среди рабочих». «Ах, вот как!» Я шагнула вперед. «Если позволите, ваше превосходительство, — сказал я, — я вмешалась не из болезни, а из отвращения». Арман попытался перебить. «Мишель, молчи». «Нет, дорогой, ты слишком долго пользовался этой привилегией». Я вынула письма. Детта побледнела. «Здесь, — сказала я губернатору, — копии частных договоров и переписки, подтверждающей, что часть средств, выделенных на мост, была выведена через фиктивные работы и завышенные поставки, а затем вложена в подготовку частной платной переправы к югу от Старого Брода. Также здесь письма, где обсуждается использование моего имени для сокрытия этих операций». Арман сделал шаг ко мне. «Это клевета». «Нет», — спокойно сказал Дюваль, — «это уже проверяется». Губернатор взял бумаги, читал быстро, потом поднял глаза на Лакруа, который стоял бледный как полотно, и на Бертрана, которого, как выяснилось, портовые все-таки нашли ночью в трактире. «Месье Бертран», — сказал губернатор, — «это ваша подпись?» «Я действовал по распоряжению». «Почему?» Бертран посмотрел на Армана. И вот тут случилось то, за что я в людях люблю страх. Он всегда выбирает сам. «Казначея», — выдавил Бертран. «Все шло через него. Он сказал, что с мостом все равно не успеем,
и надо готовить запасной путь». Арман побелел. «Он лжет». «Разумеется», — ответила я. «И письма лгут, и земля, купленная на родню вашей матери. Один вы правдивы, как утреннее месса». «Замолчи!» «Нет». Это мое короткое слово в тот день творило чудеса. Губернатор поднял руку, и шум смолк. «Месье де Вера», — сказал он очень тихо, — «мне представлено достаточно, чтобы немедленно отстранить вас от ведения казначейских дел до завершения следствия. Вы не можете основываться на словах истеричной женщины», — выпалил Арман. Вот это была ошибка. Дюваль шагнул вперед. «Как раз могу», — сказал губернатор, «поскольку эта женщина представлена в документах как лицо, через которое проводились спорные хозяйственные операции, без надлежащего разъяснения и отдельно засвидетельствованного согласия. Следовательно, она не только свидетель, но и, вероятно, пострадавшая сторона». Арман смотрел уже не на меня, а на губернатора, на Дюваля. Адетта сказала резко: «Это семейное дело». Я обернулась к ней. «Нет, мадам, это как раз очень общественное дело. В этом и ваше несчастье». Губернатор даже не взглянул в ее сторону. «Месье де Вера, вы передаете печати, книги и ключи. Немедленно. Месье Лакруа и месье Бертран под стражу до опроса. Что касается дома де Вера и имущества, проведенного через имя супруги, временное попечение будет изъято из рук мужа». Арман словно не понял. «Что?» Дюваль произнес почти буднично: «Ввиду вероятного использования имени супруги для сокрытия преступления против казны, госпожа де Вера выводится из-под вашего хозяйственной опеки до суда. Вы не вправе распоряжаться ни ее имуществом, ни ее передвижением». Если бы в этот момент дали оркестр, я бы, наверное, запела. Вместо этого я только спросила: «Простите, правильно я понимаю, мне больше не нужно спрашивать разрешения, чтобы выйти из дома?» Дюваль улыбнулся. «Совершенно верно». Арман бросился ко мне не как муж, а как человек, у которого отняли главное — контроль. Но его перехватили быстрее, чем он успел до меня дотронуться. Рабочие или стража, честно говоря, в ту секунду это было уже не важно. Важно было другое. Он больше не мог дотянуться до меня беспрепятственно. Закон, который так долго служил ему дубиной, вдруг повернулся другой стороной. Бодрящее зрелище. После этого все понеслось с той скоростью, с какой несется по лестнице скандал в большом доме. Армана увезли вместе с печатями, Лакруа отдельно. Бертран по дороге даже пытался рыдать. Я бы пожалела его, если бы он не был так тесно связан с моими попытками стать удобным чучелом. Свекровь осталась стоять у моста, как памятник проигравшему режиму. Я подошла к ней сама. «Ну что, мадам», — сказала я, — «похоже, семейный авторитет дал течь». «Вы думаете, это конец?» — спросила она. «Нет, это только начало уборки». «Вы разрушили семью». «Нет, семью разрушил ваш сын в ту минуту, когда решил заработать на голоде города и на моей бесправности. Я просто отказалась лежать ровно». «Вы не останетесь, де Вера». И слава богу. И я ушла, оставив ее наедине с мостом, толпой и собственной безупречной осанкой. Пусть послужит. Следующий день прошел в беготне. Описи, передача ключей, опечатывание кабинета, допросы, бумаги. Губернатор, обнаружив, что у него под рукой есть инженер, который умеет строить, и женщина, которая умеет заставлять людей вовремя приносить списки, немедленно решил воспользоваться обоими. «Месье Моро продолжает работать», — сказал он, «а госпожа де Вера назначается временно попечительницей по бытовой и снабженческой части до завершения кризиса.
Простите, кем? Тем человеком, сухо пояснил Дюваль, который проследит, чтобы рабочие были накормлены, ведомости сходились, а новые крысы не завелись раньше срока. То есть вы официально назначаете меня старшей по бардаку? Губернатор усмехнулся. В сущности, да. Прекрасно. Это как раз по моей квалификации. Мост открывали в ветреный день. Не идеально, не торжественно до блеска. Камень еще пах свежей пылью. Перила на одном участке обещали закончить позже. Рабочие были вымотаны, а я так вообще могла уснуть, стоя рядом с губернаторским флагом. Но мост стоял, и город шел по нему. Телеги, люди, купцы. Колеса стучали по настилу, и этот звук был лучше любой музыки. Звук того, что катастрофу все-таки не продали по частям. Губернатор сказал речь, короткую, сдержанную и в целом разумную. Поблагодарил рабочих, инженера. Отдельно отметил гражданскую решимость госпожи де Вера. Я стояла рядом и думала, что если бы мои сыновья сейчас это видели, они бы, конечно, сначала хохотали, что мать опять влезла в организацию чужой жизни, а потом все-таки гордились бы. От этой мысли у меня сжало горло. Люсьен тихо спросил: «Все в порядке?» «Да, просто устала быть права в таких количествах. Это не лечится. Не пугайте меня». После официальной части ко мне подошел Дюваль с бумагой. «Подпишите ознакомление». Я взяла лист. Там было сухо и ясно написано, что ввиду установленного использования имени супруги в сокрытии преступных финансовых действий и ввиду имущественного обмана при ведении общего хозяйства, брачное представительство мужа над моей персоной прекращается без права восстановления. До окончательного решения по делу полная отдельная гражданская опека. Фактически самостоятельность. Юридически не развод, потому что развода закон все еще не любил, но и не прежняя клетка. То есть я ему больше не принадлежу? Именно так, ответил Дюваль. Какая чудесная буква закона. Я рассмеялась. Люсьен взял у меня бумагу, пробежал глазами и посмотрел так, словно хотел сказать что-то человеческое, но побоялся спугнуть момент. «Поздравляю, Мишель». «Спасибо. Теперь я официально самостоятельная. Это лучшая новость месяца». Армана судили не сразу. Такие дела никогда не заканчиваются в один день. Но главное случилось раньше приговора. Он перестал быть человеком, за спиной которого все само складывается в его пользу. Город отвернулся, губернатор не позволил замять. Лакруа заговорил, Бертран заговорил еще раньше и хуже. Свекровь удалилась в свое поместье к родственникам, где, я подозреваю, продолжила страдать с достоинством и считать меня бедствием европейского масштаба. Я осталась в Бель-Риве. Сначала временно. Потом, как это часто бывает, жизнь снова решила все за меня, но на этот раз не худшим образом. Мне предложили место в городском совете по хозяйственной части. Не потому, что мужчины внезапно поумнели. Просто они увидели простую истину. Если дать дело человеку, который умеет считать мешки, сроки и чужую наглость, шансов на выживание у бюджета больше. Я согласилась. Когда мне вручили документы, чиновник сказал: «Госпожа де Вера», а я сказала: «Нет, просто Мишель. Этого достаточно». А вечером я стояла на мосту. Ветер тянул с реки сыростью и свободой. Город шумел уже и по другую сторону. Торговцы, телеги, обычная жизнь, которая так любит делать вид, будто ничего особенного не произошло. И это, пожалуй, ее лучший талант. Люсьен подошел бесшумно. «Вас ищут в ратуше».
2 подрядчика уже успели поссориться из-за камня для набережной. Какое счастье! Значит, я действительно на своем месте. Он помолчал, потом спросил. И все-таки, если не ратуша, не мост и не война с идиотами, что бы вы хотели для себя? Вопрос был хороший. Для начала, сказала я, выспаться. Потом дом, где чай не пытаются превратить в орудие преступления. А потом, может быть, сад. И чтобы никто не указывал мне, сколько масла можно намазать на хлеб. Скромно. Я вообще женщина умеренных запросов. А если серьезно? Если серьезно, Люсьен, я хочу жить так, чтобы больше не быть чьей-то вещью. Быть просто собой. Мне этого пока достаточно. Хорошее желание. А у вас? У меня? Хотелось бы строить то, что потом не приходится спасать от дураков. Это уже почти интимно. С вами невозможно разговаривать нормально. Наоборот, со мной как раз слишком нормально. Это людей и нервирует. Он засмеялся. Тихо, как в первый день. И я вдруг поняла, что впервые за все время не спешу дальше. Не считаю, не сверяю, не отбиваюсь. Просто стою на мосту, который не достался ворам, в городе, который еще вчера едва не продали по кускам. И дышу. Честно говоря, ради такого стоило устроить весь этот скандал. «Пойдемте», — сказал Люсьен. «Подрядчики сами себя не унизят». «Вы недооцениваете человеческий потенциал», — ответила я. «Ну да, пойдемте. У меня впереди, кажется, долгая карьера по наведению порядка». И мы пошли обратно. А мост остался за спиной. Целый, упрямый и очень на меня похожий. Конец. Автор книги Тиса и Серж Луис. Друзья, спасибо, что были с нами до конца этой истории. Если вам понравилась аудиокнига, поддержите ее лайком и комментарием. Для нас это действительно важно. Подпишитесь на наш канал. Впереди вас ждут новые миры, магия, любовь и истории, в которые хочется возвращаться снова и снова. До скорой встречи!